Кто бы мог подумать, что культура отдыха в Польше и Беларуси отличаются. Хотя, мне кажется, сейчас многие поляки, я бы мог подумать. A co się? Kurcia wchodził i telefon, puść kurwo! Ale czego to nie masz? Puść kurwo, to nie mamy. Казалось бы, мы такие близкие страны во всех смыслах, однако различия все-таки есть. Гофры, фрытки, лёды, запеканки, хот-доги, котлет, схабовы и польское Балтийское море – все, что нужно настоящему поляку для отдыха. Хотя говорят, что лето в этом году не задалось. Кто там говорит? Кто говорит? Слышали такое? Chodź, pojedziemy nad morze. Będzie ładna pogoda, ciepło, odpoczniemy. Nie daj się prosić. Co będziesz w domu robić? W domu przynajmniej ciepło mam. Но несмотря на это, польские курорты забиты людьми. И мы, собственно, глазно наблюдаем это. И мы собственными глазами наблюдаем это уже 1,5 месяца, двигаясь вдоль польского побережья от Гданьска через Хель и вдоль границы с Германией. Кстати, сразу вопрос к полякам. Говорят, ходят такие слухи, что многие поляки принципиально не выезжают на отдых за пределы своей страны. Правда ли это? И если это правда, то по какой причине? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте немного серьезно поговорим о том, какая действительно разница между культурой отдыха в Беларуси и в Польше. Ну, в Беларуси я вообще подразумеваю восточные относительно Польши стран. Поляки называют нас всех восточными людьми. Украина, Беларусь, Россия. Я так понимаю, для них мы все люди с Востока. Вот. И, насколько я помню, в нашей молодости, в детстве была тоже развита сильная культура походов, спортивные лагеря еще. Так как мой папа тренер, я занимался всю жизнь спортом, мы все время ходили по всяким лагерям спортивным. Даже уже когда подросли, мы с друзьями, у нас была традиция раз в год собираться, уже когда все поженились, все равно мы все собирались, ходили на так называемую рыбалку, на которую все удочки не брали, но все равно все собирались, и это больше у нас так организовано в Беларуси, лично говорю, особенно в те годы, когда я еще был помоложе, это лет так 12-15 назад, особенно, но сейчас тоже это развито, такой более дикий отдых. Я вот с некоторыми украинцами, классными ребятами разговаривал, с которыми общаемся, обсуждали это, и многие говорят, что непривычно. В наших странах ты собрался и дикарем пошел, можно поставить палатку, разбить лагерь. Всегда, когда снимаешь видео на тему сравнения Польши с чем-либо, с кем-либо, обязательно придут пассажиры с фразой «Kiedy coś się nie podoba, wracaj do siebie». Это классика неадекватности. Але muszę krótko odpowiedzieć. Po pierwsze, jestem już u siebie. I po drugie, wszystko mi się podoba. Bardzo podoba. To troszeczkę o innym chodzi, tak? No tylko trzeba posłuchać troszeczkę, skorzystać z tego, że tam w głowie w środku jest, kiedy jest. No, coś takiego. Так, да, конечно, я думаю, что законы меняются. Сейчас в Беларуси тоже не везде можно поставить палатку, так как можно было это делать. Но, тем не менее, много таких остановок, которые предусмотрены законодательством. Специально каким-то вот у нас такие службы были, лесхоз, да, насколько я помню. Вот они делали специальные оборудованные стоянки, где есть такие беседки деревянные, какие-то, не знаю, навесы или еще что-то, вот, ну, пни, кострища. Но это, скажем так, дикая стоянка. Там нет туалетов, нет водопровода, не кемпинг. В прямом европейском смысле слова кемпинг, когда ты приезжаешь на специально отделенную огороженную поляну, которая, это, скорее всего, частная, и кто-то туда инвестирует, проводит горячую воду, канализация, водопровод, ставит классные там, ну или не классные, у кого на что хватает денег, туалеты, ванны, создают условия кухни. В общем, это отдельная, специально за забором загороженная территория, где ты можешь разбить палатку, где ты можешь поставить кемпер, где ты можешь разбить лагерь. Кострище бывает общее тоже, либо ты свой покупаешь. В общем, в наших странах это вот более дикая история, когда ты реально идешь в поход, где нет умывальников, где нет туалетов, либо какой-то туалет такой стоит сейчас либо био, либо
ну, что-то прям, ну, не такой городской туалет в привычном смысле слова, как в отеле, вот. А здесь в кемпингах, в Польше, все устроено как отель на природе, только куда ты приходишь с палаткой, либо приезжаешь с кемпер-веном, ну, и очень часто кемпы еще предлагают в аренду домики. И вот это прямо кардинальная, жирнючая разница. Вот сейчас мы вот уже в прошлом году ездили, вот сейчас мы уже 1,5 месяца живем в кемпинге. Видео об этом делал подробно, как мы прожили в очень крутом кемпе, все наши эмоции. Просто уехали и прожили с детьми, и все круто. Игровая площадка, кафе, супер туалеты, ванны, душевые, горячая вода. Все как в отеле, только ты живешь в палатке рядом с морем. То есть это не сравнится с диким отдыхом, о котором я говорю в наших странах. Вот, кстати, интересно, в Беларуси уже не был с 2013 года. А после таких фраз вылазят пассажиры из другой стороны. Зачем уехал из родной страны? Чего это не садится на месте? Здравомыслящим, счастливым и душевно здоровым людям не нужно объяснять базовые вещи, но для ремарочки сделаю пояснение, что современные свободные люди имеют право жить где хотят, как хотят, и это абсолютно не означает, что они не любят место, в котором родились, свою родину. Вот я, например, Беларусь искренне люблю. Белорусы — это одни из самых лучших людей, хотя, конечно, вот такие тоже встречаются. Они везде есть, в каждой стране есть выбитные отбитки. В каждой стране будут несчастные, озлобленные, просто темные люди из дремучего средневековья. И с этим ничего не поделать. Самое главное не рефлексировать из-за этого, двигаться вперед и как можно больше аккумулировать вокруг себя вот адекватных, классных людей. И национальность здесь абсолютно не важна. Интересно было бы узнать, как сейчас обстоят дела. Вот я знаю, общаюсь с одним из моих друзей, который любит тоже всю эту движуху походную. Он часто рассказывает и вот присылает фотографии, что создаются тоже какие-то и домики, и все ты в аренду берешь. Еще государственные есть еще и частные, понятно, частные там с космическими ценами. Вот для Беларуси очень часто говорят, что не соотносится там заработная плата и ценники на частные вот такие кемпы. Но государственные тоже сейчас строят. Вот мне показывал друг фотографии, какие-то домики, там можно снять, там более-менее какие-то относительно адекватные цены. Вот. В Польше же, на самом деле, так как это все частное, насколько я понимаю, ценники такие, что если ты живешь в кемпинге с палаткой, примерно в месяц ты платишь столько же, сколько за аренду квартиру в Варшаве. За место, за парковку, за 4 людей, за палатку, вот за все эти условия ты платишь вот такую стоимость. И вот это кардинальная разница. Я не скажу, что это плохо, это хорошо, и то круто, и это замечательно. Потому что уже в возрасте с детьми хочется, конечно, такого комфорта, и это круто, что есть такая возможность. Но совсем другая романтика, когда ты идешь куда-то, кострище, там сами рубите дрова, там, где вот дозволено, где-то позволено делать. Конечно, в Беларуси, в Украине тоже государство там как-то регулирует, что где нельзя рубить, где нельзя разводить костры, где нельзя ставить стоянки. Это все понятно, что есть. Но сам факт, что культура развитого такого дикого отдыха, где ты приезжаешь, там какие-то минимальные аскетичные условия, и ты там отдыхаешь, вот как турист. В Польше такого я не встречал. Поправьте меня, если я ошибаюсь, есть ли такая возможность. Но, насколько я знаю, если ты просто поставишь в лесу палатку, приедут сразу тебя вместе с твоей палаткой, тебе дадут штраф так, что ты продашь всю там полжизни, чтобы с этим штрафом рассчитаться, потому что все серьезно. Здесь охрана природы, вот строго регламентированные места, кемпинги, вот туда, пожалуйста, едь. Если я не прав, поправьте меня, но это то, что я увидел вот из своего личного опыта. Разговоры у костра. Да. Шагнись. Что ты там начала рассказывать? Я ходила сейчас в туалет и хотела поделиться с тобой таким интересным замечанием. Я отметила, что как везде тихо и как все умеют цивилизованно отдыхать. Это я не то, что говорю, что у нас в Беларуси как-то... Но это у меня в памяти как будто было по-другому. Все и молодые, и уже в возрасте, это я уже про себя так говорю, и старше, казалось, что как ты выезжаешь на природу, вот мои родители, и все должны нахрюкаться до поросячьего визга просто. Вот пока не выпьешь все, что горит, ты не успокаиваешься.
Про культуру отдыха в целом, что хотелось бы сказать. Разница тут на самом деле несущественная, потому что как в наших странах, так и в Польше большие веселые мужские компании любят выпить. И очень часто это может превращаться в то, во что превращается. Многие знают. Но за счет той истории, о которой я только что рассказывал, что если это дикий отдых, и тебя никто вообще никак не ограничивает, и ты тоже не ограничен соседями, вы стоите в лесу, у вас там компания, как у нас мы ходили в лесу, там компания 10-15 человек, рядом еще тоже могут быть просто какие-то рыбаки, или зачастую вообще никого не было. Вы можете кричать, устраивать там тусовку до самого утра, главное, чтобы ничего не сожгли, но мы сколько лет ходили, ничего не сжигали, ничего не ломали, не вредили, просто круто проводили время с алкоголем, весело, молодость, вот эта вся движуха. Конечно, тебя ничего не ограничивает, ты делаешь, что хочешь. Конечно, когда появляются рядом люди, твоя свобода ограничивается свободой этих людей. Это даже не сравнение, а просто разговор о культуре отдыха. Я написал друзьям в Беларусь, которые прямо сейчас отдыхают на природе и ездят по кемпингам, и спросил, как обстоят дела с культурой сегодня. Вместо ответа мне друг прислал свежую статью 2025 года из популярного белорусского онлайн-ресурса под названием «Белорусы жалуются на отдых в кемпингах». И следующее описание. На днях в редакцию онлайнер с возмущенным письмом обратился читатель. Он пожаловался на шумные компании в кемпингах, которые мешают другим отдыхающим. На прошлых выходных рядом с нами на Вилейском водохранилище была как раз такая быдло-компания. Несмотря на наличие у них же своих 3 маленьких детей, они разговаривали только матом. В том числе и со своими детьми. Плюс низкосортная музыка, от которой тошнит, но которую эти персонажи включали на полную мощность. Естественно, все залиты алкоголем по максимуму. Администрация самоустранилась. И что делать обычным гражданам в этом случае? Почему вместо наслаждения природой и отдыхом я должен успокаивать детей, поясняя, что пьяные дяди на нас не нападут? И от себя добавлю, что я безумно понимаю автора вот этой заметки, потому что это просто нереально ужасное ощущение находиться рядом вот с такой компанией. Но от себя говорить за Польшу пока что в кемпингах в этом году мы такого не заметили. Можно сказать, другой контингент. Например, когда мы ездили в походах, и когда, мы были молодые, но когда я была совсем ребенком, и мои родители ездили в походы, там было просто все время тоже до 4 голыми купаться, выпить весь алкоголь просто из свой соседский. Я здесь такого не вижу. То есть намного все кажется цивилизованно. Ну, в этих кемперах, да. Кстати, вспомни, в прошлом году мы были на озере час от Варшавы в Затишье. Там было прям балагурство. Всегда поражаешься, что кто-то вежливый, аккуратный, тихий, все шепотом ходят. Мы тоже с утра, там, я детям даже говорю, нельзя кричать, шуметь, чтобы не будить. А кто-то просыпается, он, с самого 6 утра начинает бухать и орать, хотя внешне выглядят как обычные нормальные люди. Одеты нормально, машины у них там все, кемперы, но по факту это не мешает быть быдлом. Как это вообще возможно? В моем мировоззрении не думать о других и быть настолько просто нахрапным, таким наглым, орущим, мешающим другим. Я не романтизирую, не идеализирую. Таких людей хватает везде. Так понятно, вообще же, насколько я знаю, в Польше тоже есть некая проблема с алкоголем. Кстати, поляки. Много людей пьянства, много или нет? И что происходит в этих польских кемпингах, что особо не пошумишь, потому что все кемпинги очень сильно беспокоятся о репутации, поэтому после 10 строго запрещен шум. И много людей и детей, и семей с детьми, много пенсионеров из разных стран, Германия, Чехия, Польша, отдыхают. То есть ты там особо так вот не устроишь дебош, потому что тебя просто выгонят, тебе дадут или там накажут, я не знаю, как там, штраф дадут. В общем, будут на тебя как-то воздействовать, и тебе просто запретят это делать. То есть социальный интеллект должен быть развит. Если ты куришь, пьешь, я считаю, если ты куришь, пьешь, любишь шуметь,
Ну, хорошо, нет проблем, вообще нет, у меня лично никаких претензий нету, но главное, чтобы это не мешало тем людям, которые этого не хотят, по неволе становиться соучастниками твоих тусовок, пьянок или еще, не дай бог, какого-то насилия, вот этих скандалов, знаете, что под алкоголем получается. Про курение вот меня прям бомбануло, потому что постоянно устаешь от того, что люди, которые курят, позволяют себе обсмаливать других людей. Мне на самом деле искренне плевать, кто чем себя убивает, и я тоже себе врежу и поступаю неадекватно в каких-то вещах, в отличие от реально осознанных людей. Пофиг, каждый реально делает выбор сам, чем себя убивать, чем развлекаться, но, блин, курить возле своих детей, так вообще что должно быть в голове? А возле чужих детей за это просто должно быть судебное наказание, не знаю, административное как минимум, я бы вообще уголовное давал. Ты же травишь чужих детей без их ведома, чужих других людей без их ведома. Как бы давайте каждый занимается тем, чем нравится, чем по душе, но как бы ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Везде абсолютно будут адекватные люди и быдло, которым не писаны правила и нормы человеческого поведения. Тут, я считаю, вопрос именно в том, насколько общество толерантно к такому поведению и как администрация кемпингов реагирует на это. А я считаю, что если мы платим деньги за кемпинг, администрация обязана реагировать на это. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Так что просто все должны быть людьми, отвечать за себя, за свои поступки, делать, что хотят, но не мешать другим людям отдыхать. Это самое главное. И как-то дети везде бегают, эти собаки, если у кого-то есть, да, там куда-то набрасываются. Но если ты бухаешь, тебе ж вообще море по колено. А тут, я смотрю, люди приезжают и ставят вокруг себя сетку ограждения. Ставят ограждение, чтобы собака не выбегала. Это же вообще просто космос. Ты заметил, да? Ну, тут конечно. вообще почти все с собаками. Вот что не кемпер, что не палатка, у всех по собаке, а то и по две. Ну да. Ты их вообще замечаешь? Их не слышно, не видно вообще нигде. Чтобы всем было комфортно, все даже ограждения вокруг себя вот так ставят. Так все чтобы ходят по собаки не пляжу, выбегали. вот по пляжу ходят по пляжу за собаками убирают какашки. И это тоже. И... Это, кстати, после Бали вообще шок, там же все засрано просто. Да, так, кстати. Ну там просто беспризорными собак, хотя и призорными тоже там выгуливают, просто все засирается. Вот это такой момент, да? Такой уход за животными, да? Так внимательно они за ними смотрят, чтобы эти животные никому не мешали. Не срали и не налетали на тебя и не облаивали. Так, я уже сказал, что мы двигаемся от Гданьска, мы уже были в Лебе, потом вернулись под Гданьск на выспу Собишевская выспа, были там тоже в кемпинге, потом заехали в Хель, объехали весь этот Хельский полуостров, едем уже вот обратно, выехали и двигаемся в сторону немецкой границы, уже насмотрелись, просто имею себе представление, как выглядит примерно вот эта вся набережная польская, и прикольная особенность здесь, что очень-очень много людей сдает частные свои домики, вот от этого полуострова туда еще вдоль двигается аж до Карвии, двигается дорога такая пляжная, она как будто гигантская пляжная дорога, и там все усыпано всякими гостиными покоями, отелями, кемпингами. Прикольно, что все практически бесконтактно. Вот, например, сейчас мы живем вот в такой усадьбе, просто снимаем комнату, и здесь много комнат. Это такие гостиные дома, покои гостиные называются. Ими усеяно все побережье от Хели до Германии, до границы с Германией. И забавно, что мы приезжаем уже который раз, прячемся сейчас от дождей, хотя странно, по прогнозу дожди. Куча людей разных живет, как отельчик, такой мини-отель, но ни хозяев, ни ресепшена, ничего. Ты приезжаешь, у тебя открытая дверь, ты уезжаешь, оставляешь ключ, все через контакт, через смс-ки, звонки, либо почту, у кого как это все организовано. И это вот интересно. Короче, вот сейчас мы живем вот в таком, типа, сделан под традиционный такой деревенский стиль. Единственное, конечно, что будет отдельный выпуск про польские курорты. Их будет вообще целый цикл выпусков, потому что есть много чего рассказать. Полуостров Хельский вообще просто супер необычное место. Это как не в Польшу попали. Нам вот было очень прикольно это отметить. Классно, не пожалели, что съездили. Про Лебу будет отдельный город. И, ну, в целом, конечно, можно сказать, что сезон
на Польском море это тоже особенная такая ситуация с этими ценами. Просто нереально. Просто какие-то нечеловеческие цены за вот такое. То есть классно море, классно все, но все-таки это не сравнить, да, с каким-то теплым там морем, в котором, куда ездят все вот просто там пооткисать, отдохнуть. Июль, конечно, просто нереальные ценники, просто бешеные цены, и больше никогда в жизни не поедем в этот сезон на польские курорты, но про это будет отдельный выпуск, сейчас не буду это все мешать в кучу. Помимо этого Хельского острова, везде, конечно, все одинаковое, все вот видно, что любят поляки. Это тоже не хорошо, не плохо, то есть не в каком-то там негативном или позитивном ключе об этом говорю, просто говорю, как есть, то, что заметил. Реально везде одно и то же. Гофры, лёды, хот-доги, схабовые котлеты и вот эти автоматы игровые для детей, дмухавцы, и вот эти штуки, которые я вообще не понимаю. Вот мы вот с этих штук просто недоумеваем, что это за трэш. Неужели так популярно, что на каждом углу? Ну, наши дети, конечно, да, с ума сходят и просят часто всякую фигню. Короче, не знаю, напишите в комментариях, что это за фигня? Почему так популярна такая супер дешманская китайчатина? Это просто отображает то, что любит народ, то, чем он довольствуется. Как-то вот не видно разного ассортимента различных кафе, заведений, что предлагали разную еду. Я слышал много мнений от приезжих и от поляков, что сервис в Польше страдает во всех смыслах. Кафе, рестораны, все это слабенько здесь на очень низком уровне. Поэтому очень ценят те заведения, которые открывают люди с Востока, белорусы, украинцы. Они дают другой уровень качества, другой сервис. Вот мы делали фильм про индустрию красоты, о том, как иностранки и мастерицы привозят сюда супер крутой качественный сервис, ногти, брови, прически. И там очень много противоречивых комментариев. Кто-то говорит, ой-ой-ой, понавезли, да ничего не понавезли. А кто-то пишет, да конечно, очевидно, что понавезли, потому что качество несоизмеримое. И в сервисе общепита, в заведениях, кофейнях, ресторанах про это говорят тоже. Ну, от себя могу заметить, что да, я замечаю некое прям подчеркнутое, такое ярко выраженное однообразие в заведениях именно польских для поляков. Но опять же, я же человек как приезжий, да, если мне не нравится, ну, хорошо, не нравится, да, это поляки делают для поляков. Всех устраивает. И мне интересно, всех ли это устраивает, и не нужно ли больше ничего, не нужно ли больше как-то смотреть в сторону развития, чтобы были представлены все кухни мира, стремиться к какому-то контемпорари, чтобы делали какие-то новые классные светлые заведения, более современные. Вот интересно ли это было бы полякам, или просто все за неимением ничего другого ходят вот в эти заведения, которые как однотипные, штампуются, вот куда ты не приедь, оно в любом городе, и вот по всей набережной вот мы видим одно и то же. Единственное, вот раз говорю, что были очень крутые, классные места в Хеле, в Ястарде, в Хаупах, ну, это на этом полуострове, про это будет тоже отдельный выпуск, потому что это супер яркое пятно нашего путешествия. Короче, вот интересно про это тоже послушать, что вы думаете, приезжие и дорогие наши любимые поляки, которые являются большой частью аудитории нашего канала. Всем спасибо за внимание, напишите, пожалуйста, в комментариях ответы на вопросы, буду рад почитать, пообщаться. Благодарю всех, кто пишет адекватные комментарии, всех неадекватов тоже спасибо за то, что вы пишите комментарии и поддерживайте наш канал своей активностью. Увидимся в новых видео. Пока-пока.